Опять на опасную дорожку я стал, да не коснется меня гнев великого Сталика и еже с ним наших медийных кулинарных гуру. Потому что сегодня буду готовить хашламу. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что такие восточные блюда, как хашлама, шурпа, буглама, басма, это практически все одно и то же. Разные страны и названия, а технология одинаковая. И сейчас я покажу вам, как работает эта система на примере своей импровизированной хашламы. И вы сможете приготовить любое из этих блюд без всяких рецептов. Название хашлама происходит от армянского глагола хашел, что буквально означает варить или кусок вареного мяса. И в этом весь смысл. При тушении или варке мяса без обжаривания волокна размягчаются более равномерно, делая их структуру более тающей и деликатной. К тому же мы не добавляем масла, то есть, значит, меньше канцерогенов, блюдо легче, значит, можно его больше съесть, получить больше наслаждения. Так вот, при приготовлении всех этих блюд работают одни и те же принципы. И прежде всего это долгое томление на маленьком огне. И поэтому мясо для таких блюд мы берем самое жесткое, богатое коллагеном, лучше всего, конечно, еще и с костями, которое выдерживает долгое томление. Следующее — это всегда крупная нарезка и мяса, и овощей. И все ингредиенты в таких блюдах выкладываются слоями и ни в коем случае не перемешиваются. И разница между ними только в количестве жидкости и насколько ты контролируешь процесс. Ну вот смотрите, если мы добавляем много воды, у нас получается суп. Это шурпа или грузинская версия хашламы. И здесь главный вкус в бульоне. Чуть больше жидкости получается хашлама, притом неважно какой. Армяне в свою хашламу, например, добавляют пиво. А если мы добавим вино с водой, то получится грузинский вариант. И это что-то среднее между варкой и тушением. Ну а если жидкости практически совсем нет, то это басма. Все готовится в собственном соку, в жире от мяса и сока от овощей. И это уже чистое тушение. Ну а если жидкости совсем нет, то это буглама. Все готовится практически на пару. И при этом технология у них одна. Это система слоев и температур. Снизу высокая температура, все разваривается и дает сок. Выше температура ниже, и продукты не развариваются и держат свою форму. И самый верхний слой готовится практически за счет пара, который поднимается и деликатно все доготавливает. И плюс еще работает химия. Например, помидоры мы всегда кладем верхним слоем над картошкой. Таким образом, за счет кислоты от помидоров, которая проникает в картофель, он не разваривается и в течение 2-3 часов не превращается в картофельное пюре. Но у этой технологии есть один большой недостаток. Ты практически не управляешь процессом. То есть мы просто задаем условия, а система работает сама по себе. И у опытных поваров, да, получается идеальное блюдо. А вот если взять, например, меня, я готовлю такое блюдо, ну, может быть, раз-два раза в год. Опыта у меня нет. Как же сделать так, чтобы у меня получилось вкусное блюдо, а не овощная каша с мясом? Поэтому свой вариант я приготовлю немного иначе, но гарантирую, что ни один продукт не потеряет свой вкус и консистенцию. Все будет идеально. Мясо я взял, как положено, жестко. Это говяжья голяшка. В народе называется осабука, ну, в итальянском народе. Тут и мозговая кость, и сухожилие. В общем, все, что нужно. Овощи, конечно, очень много репчатого лука. Картошка, морковь, сладкий перец, помидоры, баклажаны, пару стручков острого перца, чеснок. И еще из овощей капусту кальраби. Она твердая, вкусная, не разваривается. Кстати, если мы взяли обычную белокочанную капусту, то у нас получилась бы басма. Ну а если только мясо, репчатый лук, чеснок, зеленушка и немного грузинских специй, получится грузинская хашлама. Кинза, фиолетовый базилик, соль, перец. Из Северной Осетии я недавно привез вот такую вот местную специю. Называется она джеджин. Очень ароматная, кавказская. Чуть-чуть ее добавлю. Перед тем, как укладывать мясо в казан, я его предварительно бланширую. Я всегда мясо перед готовкой бланширую. Буквально 5 минут в кипятке. Таким образом мы получаем более чистый вкус, прозрачный бульон, ну и все биобяки, которые могут быть на этом мясе, они все у нас уйдут.
Эта процедура совсем не обязательная, но я вот так делаю. Ну а пока нарежу репчатый лук, потом режем мы его произвольно, потому что он весь разойдется у нас. И, как я уже говорил, очень много, практически столько же, сколько и мяса. Потому что мясо должно тушиться как раз именно в луковом соке. Тогда оно будет нежное и вкусное. Сразу в холодный казан его закидываю. Он чуть нагрелся, не страшно. И перекладываю наше бланшированное мясо. Его надо поймать сейчас. Оп. Он уже нагрелся, казан, это плохо, надо на холодном. Ну, ладно. Подолью немного водички. Тут главное, чтобы мясо не варилось, а именно тушилось. Для такого количества мяса, у меня килограмма 3, конечно, казан это слишком большой, но другого нет. Теперь нам нужно мясо хорошо посолить. Это важно в самом начале. И черный перец. Крышку, минимальный огонь в печи, ну, практически только угли. И будем все это тушить до полуготовности мяса. Где-то час-два будем тыкать, пробовать. Прошел примерно час. Смотрим, что у нас там получилось. Ну вот, коллаген полностью распался, лук превратился в соус. Получилось что-то похожее на зирвак для плова. Пусть оно тушится, а я займусь овощами. При том, что овощи я буду закладывать по очереди. Сначала долгоиграющие, те, которые долго варятся, и потом постепенно все остальные. Начну с морковки. Примерно где-то за 60 минут до окончания готовки. И все, как я уже говорил, режем крупно. Морковку просто вот так вот пополам. Маленький резать даже не буду. Просто верхним слоем. И кальраби, потому что кальраби готовится тоже очень долго. Тоже большими кусками. И я хочу, чтобы у меня было больше соуса и больше вкусного бульона. Поэтому я водички подолью немножко. Не суп и не рагу. Что-то среднее вот мне нравится. Да, и при такой технологии соблюдать вот эти слои нам тоже совершенно не обязательно. Потому что мы овощи закладываем последовательно, все будут правильно готовиться. Накрываю крышкой и минут 20 буду тушить. Потом пойдут следующие овощи. На самом деле вот эта технология очень похожа на приготовление моего любимого французского блюда pot-au-feu, где в бульон все овощи закладываются именно постепенно. Поэтому они получаются правильно сваренные, ароматные, вкусные, с хорошей текстурой. Собственно говоря, идею заимствовал, буду использовать здесь. Следующий у нас пойдет картошка. Тоже крупно. Крышку и еще минут 15. Сладкий перец минут 10 где-то. Чеснок я чуть не забыл. Надо было его, конечно, раньше положить, но резать не буду, просто раздавлю. Теперь баклажаны. Баклажаны готовятся быстро, иначе они просто в кашу превратятся, поэтому мы их кладем практически последними. И, наверное, помидор тоже сразу. С помидоров, конечно, можно было бы еще и кожицу снять, но у нас не Мишлен. В конце концов, это блюдо простое деревенское. Так, нормально. Помидорки. Надо распределить только аккуратненько. Кину перчик. 2, наверное, будет много, но я люблю острое. Можно теперь посолить наши овощи. Так лучше помидоры дадут сок и баклажаны. И наши кавказские специи. Пахнут они очень классно. Много не буду, потому что, в принципе, в этом блюде специи не нужны. Вот так вот. Ну и перец. Крышку и еще минут 15 где-то. И нам осталось только зелень. Рейган и кинза. Ну, не любите кинзу, не кладите, положите петрушку. Я ее тоже порублю. Тут можно как раз мелко. Можно теперь с огня снять. Ох! Ой! Я ее не подниму. Он чугунный. Надо попробовать соль, перец. Так, вот соль. Чуть-чуть надо еще положить. Буквально ложечку. И я сейчас сделаю страшную, недопустимую вещь. Я все перемешаю.
В любом случае, от хейтеров мне никуда не деться. Такие блюда обычно сопровождаются большим количеством всяких любезных комментариев. И пусть все настоится. Начну с мяса. Тут нож точно не нужен, потому что оно просто на мелкие волокна разваливается. Давайте я проверю твою теорию с овощами. Картошка. А это не картошка, это у нас капуста. Капуста получилась прям чуть-чуть аль денте. Капуста шикарная, но надо было с нее, конечно, кожу снять, потому что она жестковатая. Картошка. Все-таки чуть-чуть картошка переварилась. Значит, тайминг надо поменять. Ее класть позже. Баклажаны мягкие, но не пюре. Они отдельные. Перец. Перец идеальный. В общем, моя система работает. Вот единственное, что с картошкой тайминг, конечно, нужно сдвинуть немножко. Так идеально. Бульон. Ну, это вообще песня. Вот, ребят, вот прямо кислота, острота, травы. Все это прекрасно вместе работает. Плюс вот эти вот специи Северной Осетии. Ну, прям изумительно. Вы извините, что я себя хвалю, но вот ничего сделать не могу, потому что, правда, есть за что. А еще приятный бонус ко всему к этому – это костный мозг. Я его очень люблю. И главное, что он никуда не вывалился, что интересно. Он остался в косточках. Нежный, ароматный. Ну. Сейчас я своему другу вот эту вот косточку отдам. Она остынет. На тебе маленький. На тебе маленький. Так, спокойно. В общем, вывод такой. Освоил эту технологию и умеешь практически все блюда мировой кухни казана. Спасибо, что досмотрели. Комментарии «Криворукий повар» — это никакая не хашлама, конечно, приветствуются, но я никакой не повар, и это, я уже сказал, не хашлама, а это моя вариация сборных блюд, но все равно пишите, если это вам доставляет радость. И, конечно, не забывайте про мой телеграм-канал «Клуб бесстрашных гурманов». Я, кстати, с этого месяца начинаю публиковать рецепты в PDF для будущей книги, но это будут пока только французские рецепты, потому что книга будет называться «Настоящая французская кухня» или «Что французская бабушка готовит в воскресенье». Подписывайтесь.